Здравствуйте, дорогие мои! Сегодняшний таро-прогноз, который вы увидите, это расклад на неделю для представителей знака Овен. Давайте посмотрим, что наших овнов ожидает на следующей неделе, что интересного произойдет у вас, какие карты вам сегодня выпадут. У нас, как обычно, две колоды. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснения основных карт. Кому расклад подходит, можете написать в комментариях ваш отзыв, поставить лайк, если видео вам нравится. Также не забудьте подписаться, мне будет очень приятно увидеть новых зрителей, новых подписчиков на своем YouTube-канале, поэтому не стесняйтесь, пишите, подписывайтесь. Итак, овны, давайте посмотрим с понедельника по воскресенье, что интересного произойдет у представителей знака Овен на неделе с 3 по 9 августа. Последний месяц лета, что он вам, соответственно, готовит. Овны. Итак. Начинаем мы с понедельника. Затем вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота и воскресенье, да? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что здесь у нас есть? У нас есть первая карта — девятка кубков, которая здесь у вас выпала. Карта излишеств, карта праздника, карта в целом веселья, возможности порадоваться тем результатам, которые у вас есть. Да, действительно, вы здесь довольны тем, что вы получили, может быть, что-то отмечаете. Вместе с семеркой кубков нужно быть осторожнее от чрезмерного количества чего бы то ни было выпитого или съеденного, потому что по семерке кубков, правда, здесь может быть превышение чего-то, и вы можете, как будто бы находиться в такой иллюзии, да, потерять вот эту грань, соответственно. Поэтому здесь семерка кубков выпадает. Также, может быть, вы будете, принимая какое-то решение, основываться больше на чувствах, на ощущениях, а не на каких-то логичных вещах. То есть вы будете делать так, как вы чувствуете, как вам хочется по девятке кубков. И, возможно, по семерке кубков это будет не совсем правильным решением, потому что как будто бы вы нелогично действуете или поступаете. Можете сделать какую-то ошибку, поэтому нужно быть осторожнее. Дальше следующая карта — императрица. Это карта очень женская. Она передает в целом вот такое ощущение матери или хранительницы семейного очага. И, возможно, здесь речь идет о том, что вы уделяете много времени своей семье, своим близким, занимаетесь какими-то домашними делами. Возможно, если вы женщина, либо как-то здесь связан этот день очень сильно с такой вот женщиной по императрице, может быть, с вашей женой. Да? То есть по императрице это какие-то вот такие важные вещи, которые касаются женской сути как таковой. Вместе с картой смерть здесь можно говорить о том, что вы здесь начинаете определенно новый период. Возможно, по императрице что-то меняете там в своем имидже или меняете в своем отношении к ведению домашних дел или к ребенку. Да? То есть что-то меняется, трансформируется в вас, есть какое-то изменение. Кстати, здесь может быть и новость о беременности как таковой, потому что смерть здесь идет с возрождением, то есть как будто бы трансформируется что-то в вас самих. Это может быть правда какая-то, как новый статус, да, беременности, как вариант, кому это интересно. Для кого-то здесь может быть период, когда вы должны здесь
как будто расстаться с чем-то, что связано, там, не знаю, может быть, ребенка в лагерь детский отправить, допустим, да, то есть вот что-то в таком духе тоже здесь может начаться. Дальше идет карта императора, это карта хозяина положения, хозяина жизни. Возможно, вы здесь проявляете свою сильную сторону, потому что это карта Овна, это ваша карта, и вместе с пажом жезлов, который также является огненным знаком зодиака, здесь, правда, речь может идти о том, что вы здесь наполнены энтузиазмом, жизнью, желанием действовать, желанием проявлять свои амбиции и управлять своей жизнью. То есть вы здесь занимаете такую лидерскую позицию и по пажу жезлов не боитесь рисковать, если в этом есть необходимость. Карта девятка мечей — это карта каких-то страданий и сомнений, что что-то, может быть, я делаю неправильно. Возможно, вы за что-то себя будете винить в четверг или за какие-то события переживать. Может быть, там, не знаю, даже плохо спать по ночам от того, что здесь вот что-то чересчур обдумываете. И вместе с рыцарем кубков это может быть ситуация, где вы думаете, что, вот знаете, как вот внушаемое состояние, когда вам надумал кто-то какие-то переживания или страхи. Или вы боитесь от кого-то скрытых намерений. Как будто вы боитесь, что что-то скрыто от вас, и вы потом об этом узнаете, это будет как холодным душем для вас. А также могут быть какие-то переживания, связанные с водным знаком зодиака. Это раки, рыбы, скорпионы, или с какими-то романтическими чувствами для вас, когда вы переживаете о таком человеке, допустим, да, с которым вы в отношениях встречаетесь. Шестерка жезлов, которая есть в пятницу, это карта успеха, в принципе, поэтому то, что вы делаете здесь, скорее всего, успешно. Вместе с картой колеса фортуны, это правда как успех в квадрате, потому что вы здесь какие-то совершаете действия или принимаете решения мудрые, ведущие к победе, к результату хорошему. И вы уверены в том, что все делаете правильно, какой-то даже азарт присутствует здесь. И шестеркой жезлов вы ведете себя опять-таки как лидер, достаточно хорошая карта. Может быть, даже куда-то едете, потому что есть колесница, встречаетесь с другими людьми, но они явно не оставляют вас без внимания. Карта двойка, кстати, жезлов, и карта семерка мечей тоже могут показывать поездку, поэтому вы на выходных куда-то можете ехать. Но вот двойка жезлов, она в целом говорит о том каком-то переходном состоянии, когда вы должны сделать выбор в чем-то, принять решение определенное перед тем, как принять это решение, хорошо все взвесить, разобраться, действительно ли вам это нужно, действительно ли вы этого желаете, потому что есть карта дьявола. Не пытается ли кто-то вами манипулировать или не пытается ли кто-то вам дать ложный совет. Да, то есть перед тем, как принимать это решение, вы хорошенько все обдумываете, проявляете интерес и сначала пытаетесь в этом разобраться. Здесь в целом может быть ситуация какая-то, где нет должной теплоты, допустим, в отношениях, есть какая-то манипуляция, нужно быть осторожнее. Карта семерка мечей, карта обманутых ожиданий, может быть, какого-то обмана, хитрости или предательства, которое может быть здесь на выходные, поэтому нужно быть поосторожнее по семерке мечей, а еще и дьявол тут рядом, и вместе с четверкой пентаклей, возможно, здесь вы будете в ситуации, где ошиблись в каком-то вопросе касаемо денег, может быть, по семерке мечей столкнулись с нечестностью или с хитростью чьей-то касаемо финансов, касаемо денег, может быть, по четверке пентаклей вы пытались сами какую-то хитрую схему продумать или как-то вот так вот стратегию какую-то выстроить, чтобы минимальными потерями в чем-то обойтись, но это может вам выйти боком, поэтому нужно быть в любом случае осторожнее здесь, чтобы не строить каких-то иллюзий, не делать каких-то махинаций, которые могут пойти вам во вред. На этом я сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Овен завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.